Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. В среднем это как таро на неделю. Вы можете, конечно, загадать свой срок, но не загадывайте тогда много. Я бы сказала, карты вообще часто не вписываются ни в какой срок. Но мы все же рассмотрим, немножко конкретизируем именно то или те события, то, что произойдет со дня на день, то, что произойдет совсем скоро, не через месяц. Потому что эти прогнозы, они пока какое-то время, это точно, они будут выходить каждую неделю. Поэтому вот давайте как таро на неделю и одновременно пасьянс на неделю. Посмотрим, с чем будут связаны события. Я до этого времени у меня были более длительные такие прогнозы, но я вижу, как будто часов в сутках не хватает, жизнь наша ускоряется или уплотняется. Вот давайте с вами узнаем. Что нам расскажут? В первую очередь карты пасьянса. Маленькие карты, которые никогда не предполагаешь, что же там совпадет. Давайте узнаем, с чем будут связаны события. Именно о событиях говорит пасьянс. Он у меня очень старенький. Ему около 40 лет, представляете? Мне его когда-то подарила мама. Тогда, когда я была вообще дальше далекого от каких-то там раскладов. И я какое-то время недоумевала, хотя моя мама, она очень, даже невзирая на ее высокие должности и все образования, очень дружила с картами вообще. А я не дружила ни разу, поэтому она мне подарила пасьянс. Здесь как бы изображено и понятно. Итак, узнаем, мои дорогие овны, смотрите, тут у вас радость выпадает. Венок. Радостное известие, хорошее настроение, что-то позитивное. Чем-то вы останетесь довольны. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что нам раскроют еще. Может быть, расскажут в связи с чем, хотя, конечно, мы все разные. Будем реалистами. И у каждого тут своя радость. Я же хочу видеть это время окончания, до окончания августа более позитивным. Пусть некоторые новости нас застанут врасплох, или мы себе скажем: нет, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ну, не вписывается это в наше представление какое-то. Но в конечном итоге это ведет к миру, покою, гармонии, к чему-то именно доброму. И смотрите, радостная новость может быть. И я допускаю, что вот эта радость, вот этот венок иногда говорит о каком-то соглашении. Почему в сочетании даже этот пасьянс, э, когда венок сочетается там, ну, например, с картой кольца, и это какое-то такое плодотворное, длительное сотрудничество. А когда выпадает еще и крест, то это тогда обозначает свадьба. То есть все равно вот, ну, какое-то единение, венок, да, или завершение какого-то вопроса. Все же венок изображает цикличность, круг или колесо фортуны. Но, может быть, это само по себе одно известие. А вот смотрите, молния – это что-то внезапное, это то, что мы не ожидали. Это то, что мы услышим. Но, смотрите, приходит молния, и следом у нас выпадает листва. Может быть, после вот этого известия наше такое внутреннее состояние, когда мы ждем продолжения, может быть и так. Или уже какие-то подвижки, как наметились к тому, что вы можете что-то осуществить. Вот есть и радость, есть и молния, и потом какой-то период ожидания, и у кого-то, смотрите, карты конкретно поясняют. Ожидание дороги. Может быть, это вы куда-то собираетесь поехать, или человек к вам собирается приехать. Перемещения, может быть, которые связаны с переездом. Понятно, тут у каждого по-своему. Хотя, повторюсь, это все эти значения, они могут быть связаны с совершенно разными событиями. Ладно, что тут вам еще расскажут карты? Может быть, у кого-то вот эта дорога в учреждение официальная, потому что книга – это именно либо учреждение образования, либо учреждение, это когда высокие чиновники, какие-то инстанции, когда мы опять же что-то согласовываем или узнаем, как в отношении нас работает закон. То есть мы контактируем с людьми, которые наделены определенной ролью или властью.
и в рамках своих обязанностей или полномочий они призваны что-то решать. Вот я, смотрите, у вас что-то решится. Или, как знаете, ну пусть с точкой что-то и не решается, но уже как просвет виден, или понятно, к чему это все идет. Но что-то радостное. На неделе вполне вероятно, может быть, это даже ближайшая неделя, хотя у кого-то ведь может сместиться до 2-3 дней, мои дорогие. И вы мне пишете, я читаю ваши комментарии. Кто-то пишет, а у меня вообще это все проигралось неделю-две тому назад. У кого-то это за пару дней происходит, но у кого-то дней на 10, может и 2 недели растянуться. Поэтому будем реалистами. Всегда к этому призываю. И в нашем прогнозе мы можем соединить крайние ряды по горизонтали и по вертикали. Вот смотрите, мы с вами можем соединить крест, правда? У кого-то вплоть до свадьбы, ну или пусть не буквально свадьбы, да, вот в ближайшие дни, ну хотя кто знает, может быть, к этому уже складывались события, к этому все подошло. Но у кого-то как помолвка, например, да, или обозначите вы, допустим, союз свой, что он будет продолжаться и на последующий период. Но что-то позитивное, мои дорогие овны, это факт. Итак, смотрю, пока с вами разговариваю, что мы можем еще сложить. И, видимо, без учреждений каких-то официальных согласований или узнать, как работает закон. Смотрите, надеюсь, это видно. Так, не очень видно. Тогда вот так. У вас совпадает корона. Символ власти, да, мы говорим. Поэтому действительно, может быть, это просто банально у кого-то руководитель на работе, держите марку и в то же время настройтесь на дипломатию, потому что все карты нам говорят, где-то через договоренности, через дипломатию придется решать вопросы, и более того, вы останетесь довольны. Поэтому, и если будем настаивать на своем, тогда понятно, часто все наши беседы заходят в тупик. И вам вот эти вот энергии дипломатии, мои дорогие овны, это не есть короткий период. Это вы сразу на несколько лет настроитесь, да? По Урану, можно сказать и так. И для вас вот эти более, ну, не настоятельные, скажем, энергии, а когда вы допускаете, что, ну, правда, в жизни нельзя поделить все на черное и белое, есть полутона. Вот когда мы это допускаем, тогда мы и гибче становимся. Но это мое понимание, видение, с ним можно не соглашаться, но иногда это нам реально помогает. И я должна сказать, что я не вижу больше совпадений. Пути у вас открыты, мои дорогие. А вот правда, гости какие-то. Что ж-то я не вижу? Вот уже вижу. Рюмка, да, или бокал, культурно скажем. Либо гости к вам, либо гости вам куда-то предлагают поехать. Может быть, это и вы, все-таки у нас еще август, поедете к кому-то, может быть, даже близким или не близким людям. Что-то вот как с дорогой будет связано. Я так вижу, может быть, эта дорога такая спонтанная. Вы до этого времени не предполагали. А может быть, это документ вы, кто-то из вас получает. И как, вот знаете, прямое ровное шоссе, открытый путь. Потому что и молния, получается, может быть, тогда было прежде вот это ожидание, и у кого-то оно завершится вот так внезапно, с получением какой-то бумаги или известия. Или известие о том, что к вам едет человек. Но я тут вижу, что это будет сопряжено с какими-то, может быть, даже судьбоносными событиями. Или продолжением. Продолжение явно чего-то следует. Ладно, давайте дополним картами Таро. Ваше настроение, мои дорогие овны, в связи вот с этими событиями, хотя нам сказали, в общем-то, радость. Но все же на Таро общий фон, да, этого периода, ближайших дней, того, что в скором будущем, со дня на день, ваше настроение. Да, кто-то может засобираться или сам в дорогу, причем не быстро, не скоро по этой карте. Или вы можете, по крайней мере, в настроении такое чувствовать. Или человек. Были, может быть, прежде договоренности, но вот что-то стояло либо на паузе, либо не получалось вот эту договоренность окончательно достичь. Но чаще всего же это рыцарь Пентаклей говорит о чем? Первое, я так основные, потому что любая карта, это, наверное, ни в одно видео не войдет, если перечислять все возможные варианты. Так вот, первое, о чем говорит, мы так поконкретнее, что в вашем окружении есть человек, который либо может вам прийти на помощь, если у вас есть какая-то финансовая брешь, например, да,
И не всегда мы на этого человека можем подумать, и прежде чем мы на него выйдем, мы там пройдем какой-то путь. Но он есть. То есть если нужно решить какую-то тему финансовую, это у вас получится. Вас кто-то поддержит. Если вам нужно что-то согласовать, и вы не знаете как, то тогда вам, как высшие силы, или опять же, есть будет тот человек, который вам дельный совет даст. Но и второе направление основное, это есть какая-то ваша тема, задумка, мечта. И в то же время вы понимаете, что добрые дела наспех не делаются. Эта карта не об остановке, а вот скорее вот эта листва, когда все так вот, знаете, в поступательном, медленном движении, но это прогресс. Потому что рыцарь Пентакли – это самый медленный рыцарь. И это обусловлено тем, что нужно уделить вот именно внимание деталям, может быть, каким-то инструкциям, разобраться в каких-то документах, самого себя где-то не пришпоривать. Потому что что-то крупное по этой карте складывается из мелочей. Примите это к сведению. Но вообще это ваше настроение, я так вижу, вы и сами это знаете. Единственное, вот может быть, вы люди, такие решительные, вы люди и быстрые, есть такое, правда. И иногда вот это болото, думаешь, елки-палки, да когда же это закончится? Да как мне все это надоело? То есть вот правда, для кого-то из вас это ожидание, прям как смерти подобно. Я вас очень хорошо понимаю, мои дорогие овны. И очень часто как раз, вот когда мы чего-то ждем, начинаются не те мысли. Восьмерка мечей – это не те мысли. Мы вот уже настолько расфилософствовались, что, как на этой карте, в реальности оно одно, а видим мы в зеркале вообще не то. Не то, что есть. Нет того, что присутствует в реальности. Вот почему нам карта и говорит, тут тебе нужно как-то детализировать. Тут ты и не торопись. Даже если ты рванешь куда-то, дорогой Овен, а ничего у тебя не получится. Тебя как высшие силы все равно остановят, или ты упрешься как лбом практически в стену. Нет смысла пришпоривать лошадей, мои дорогие, точно нет. Но и нет смысла устраивать себе глубокую философию, сомневаться, иными словами, в себе. Или вспоминать былое. Бывает такое, да, накатило из разряда былое и думы. Сидим и думаем, а вот тогда не получилось, и до этого времени опять не получилось, а еще до этого времени опять было какое-то фиаско. Одним словом, нужно вспоминать победы, а не то, когда нас жизнь поставила, буквально либо на какой-то такой якорь, не со знаком плюс, я имею в виду, а что-то останавливается, или когда, какой-то путь мы не могли продолжать. Вот это вам сейчас не способствует. Вот такое настроение, с одной стороны, по рыцарю Пентакли, это, знаете, это где-то и мудрость, это понимание процесса самого по себе, да, вот как добрые дела наспех не делаются. Но, может быть, вот эмоции, они где-то могут накрывать ваше настроение. Ну вот оставьте вот эти все эмоции, потому что даже если что-то быстро не решается, еще, кстати, одна карта, которая говорит о расстоянии. Расстояние как по времени, быстро ты что-то не совершишь, не договоришься, не создашь или какой-то проект свой не запустишь. Но главное, есть еще и подсказка в том, что у тебя это получится, ведь это путеводная звезда, и нам говорят, нет ничего невозможного. Для кого-то будет проект, который равняется десятилетиям. По этой карте идет срок 10-20 лет, как по Плутону. Поэтому у кого-то и задумка, вам хочется что-то стабилизировать, вам хочется для себя, может быть, спрогнозировать где-то, может быть, даже в мыслях написать тезис, план, чего я хочу, куда я иду, на что я буду соглашаться, от чего я буду отказываться. Вот здесь планы на долгосрочные такие, да, на период долгий. Это то, что мы где-то говорим. Вижу цель, не вижу препятствий. Но препятствия, даже если мы с ними сталкиваемся, мы должны на какой-то момент обязательно замедлиться, чтобы разобраться в этом вопросе. Может быть, мы потом перепрыгнем через них, я это допускаю, если это не заслуживает нашего внимания. Но, по крайней мере, не должно остаться, знаете, нами чего-то незамеченного, что нам, как обратка, может прилететь завтра, и нам придется все оставить, бросить и заниматься чем-то из прошлого. И второе значение для кого-то будет означать километраж, расстояние, если мы говорим. Время
и буквально километры. У кого-то тема, которая от вас на расстоянии, или человек на расстоянии, или вы куда-то собираетесь очень далеко. И вот такое значение тоже может быть. Ладно, в каких сферах жизни, мои дорогие овны, в этот период вы будете принимать важные решения? Что это, как сфера жизни или тема? Ух ты, тут как жизнь с чистого листа. Ну, в принципе, старший аркан. Словно ты, Овен, как в новом пространстве, среди новых людей или в какой-то при новых обстоятельствах, при новой ситуации, при сменившихся условиях, может быть, изменяющихся законах, ну или приложениях, да, к законам. Это как подзаконные акты, когда тоже что-то может меняться. Опять же, ну, пересмотрели, какие-то поправки. Такое бывает в нашей жизни часто. Редко, когда закон в сыром виде. Потому что жизнь наша идет вперед, и поэтому и поправки тоже. И очень часто как раз эти поправки, вот этот первоначальный вид, они видоизменяют, и иногда существенно. Поэтому тут вот что-то меняется. Тут самое главное, нулевой аркан о чем говорит? Первое – это хорошее настроение. Второй момент – то, что если в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения. Где-то и ваше понимание, что да, жизнь меняется, вы это реально понимаете. Но у вас это действительно может быть связано с перемещениями или с какими-то поездками, путешествиями. Может быть, у кого-то работа, связанная с командировками, у кого-то вообще смена графика работы, у кого-то раньше работали оффлайн, теперь вы будете работать онлайн. То есть тут есть какая-то концепция, которая кардинально меняет где-то ну, вплоть до вашего распорядка дня или вашу жизнь где-то более глобально. Понятно, замечтаться мы не можем. И самое главное, посмотрите, говорят, ты не торопись еще, вот почему. Здесь ведь вот на таком воодушевлении, как нам девушка, да, изображена, ей явно что-то нравится. Она чем-то довольна. И ей кажется, ну все, она освободилась от какого-то груза. И правда, карта символизирует о том, что вы от чего-то как освобождаетесь. И тут у каждого вот эта концепция будет своя. Но она тут же создает такую двойственную ситуацию, я бы сказала, опасную ситуацию, потому что она-то этого не видит и не чувствует. Держится за сухой сук, и ей кажется, ну вот я парю. И вот этот предмет, который в руке девушки, это прообраз Грааля, не меньше, не больше. Она держит над омутом. И, понятно, она не видит. А нам художник изобразил, что вот уже какие-то силы начинают свое движение. То есть самому себе сказать, я чего-то пока еще не вижу и чего-то не знаю. Но вполне конкретно это тут как новые, может быть, и условия жизни, у кого-то буквально, а у кого-то новые условия работы, новая стратегия и тактика, мои дорогие, нельзя замечтаться. Смотрите, если у вас в какой-то, например, сфере жизни дела идут не очень быстро, то, к примеру, в другой это может иметь ускорение. А если мы говорим, в каких сферах вообще придется принимать важные решения, что-то вы будете решать по части скорости. А нам карты пасьянса тоже показали, что здесь молния, да, и после этого следует и путь, может быть, контакты с каким-то человеком, может быть, это возможность решить, опять же, какой-то вопрос. Восьмерка жезлов нам просто говорит о скорости, когда тысяча дорог сходятся в одной точке. Его Величество случай иногда по этой карте проходит. Или приготовься, Овен, что твоя жизнь будет ускоряться. И это может быть как-то внезапно, вот такой внезапный переход от вот этой неги и расслабленности. И вдруг понеслось. Ну, как-то так, да? Это как колесница. По этой карте мы набираем темп. Это карта прогресса. Иногда есть колоды, в которых это называется трансформацией, то есть быстрая смена событий. Так вот, в каких же сферах вы будете принимать важные решения? Но, видимо, у каждого что-то свое. Вы знаете, опять же, карта будущего выпадает. Тройка Пентаклей – это работа, обучение. Иногда может символизировать даже личную жизнь, но с новым подходом имеется в виду. Ну, к примеру, в сложившихся союзах вы будете продумывать о переезде, что вы будете делать, чем заниматься, вид, род деятельности где-то в другой местности, например. И тут вы можете даже
Впервые задуматься о том, чтобы а давай-ка мы с тобой подумаем о семейном бизнесе. Вот и такое может быть, потому что мы учимся. Здесь мы что-то новое осваиваем. То, что прежде мы этим и не занимались, и то, что для нас, ну, как-то тут идет под другим флагом, может быть, совершенно. Но нам карта говорит, карта будущего, ты уже как одной ногой в этом будущем, мои дорогие овны. Приготовьтесь к тому, что у вас действительно какой-то, может быть, и начальный путь, но он связан с вашей работой, с новым поступлением денег. Может быть, придется что-то перестраивать по финансовой вашей стратегии, тактике. Ну, может быть, даже банально, когда мы... откуда мы получаем деньги, мы меняем, да? Или какая-то система взаиморасчетов. Мы, кстати, предполагаем, что это вот-вот может меняться. И в связи с этим вы тоже будете носить какие-то коррективы. Именно дела, работа, бизнес, финансы. Вот в каких сферах вы будете принимать важные решения. Но у кого-то это важное решение, как я уже говорила, будет связано с поездками и перемещениями. Вот давайте поездки и возможные перемещения мы спросим. Будут? Нет? Как это будет? Но куда-то вы точно не пойдете. 13-й аркан. Я надеюсь, все правильно понимают. Это не про смерть, перерождение, опять же, трансформация. Нет окончания как такового, есть окончание определенной, как фазы жизни. И теперь недаром вот тут изображена лемниската, что-то продолжается, но в другом ключе, в другом контексте. И если мы говорим звезда, вот смотрите, как тут художник изобразил, путеводная звезда. Вы тут как будто берете ориентир на длительную дистанцию, мои дорогие. Но вы тут переиграете либо сроки, либо так, как вы планировали прежде. Здесь может и что-то ускориться. Вы думали, к примеру, я туда никогда не поеду. А здесь складывается так, что не просто ехать надо, а ехать нужно срочно. Вот я такое допускаю. Ведь по 13-му это окончание. Это окончание, может быть, какого-то периода застоя. Невозможности какого-то периода тоже может быть. Хотя и для кого-то будет означать, что туда, в конкретную местность или место, или на какую-то встречу я точно уже не еду. Ладно, что еще? Ну, тут какая-то трансформация. По королю чаш тут это может быть даже переезд всей семьей или заботы семьи, да, вот что-то тут такое. И с другой стороны, опять же, финансы, мир материальный. И вы тут, знаете, можете, вы или вынуждены что-то пересматривать на далекий уже период времени со стратегией, тактикой. Может быть, вам и придется куда-то отправиться, чтобы увидеть на местности, как обстоят дела, или с кем-то договориться. Вам придется, по сути дела, нам уже сказали, что какие-то поездки, да, вот они не то, что мы едем отдыхать, вот нет, хотя я у кого-то это и допускаю, но тогда даже и вот такой отдых, он будет, мои дорогие овны, способствовать вашему мыслительному процессу, или в основном эти перемещения, они будут связаны с вашими делами. Так вот, именно где-то вам и поездки тоже помогают разделить вот эти два направления, которые первое связано эмоции, чувства, когда мы туда не должны, ну, какого-то жесткого материализма добавлять. И, может быть, вполне конкретные задачи вы поедете решать. И тогда туда не нужно добавлять или в решение этих вопросов. Тройка пентаклей. Не надо добавлять эмоций, иначе будет путаница. А у кого-то это будет конкретно приезд какого-то из ваших родственников. Вот все так вот просто может быть. Может быть, прежде один человек вам собирался приехать, а теперь как-то эта команда поменяется. Или перенесутся сроки приезда к вам. Вот такое тоже может быть. Кто-то и откажется от поездки, мои дорогие. Но пересмотр по поездкам может быть. Я такое предполагаю. Ладно, давайте узнаем, какое же продолжение следует вообще вот тем задачам. Хотя нам сказали, по аркану звезда точно что-то будет продолжаться. Давайте мы узнаем, что же там, как продолжаться будет. Ух ты. Да тут, мои дорогие овны, все идет своим чередом. Смотрите, еще один старший аркан – мир. Мир, покой. Это когда мир перед нами стирает границы и открывает врата. Это, безусловно, карта возможностей. И еще раз нам говорят, да в сочетании мир и звезда. Кто-то может задуматься и будет осваивать новые, может быть,
цифровые технологии, интернет-технологии, обучаться через интернет, потому что нам дважды для вашего знака зодиака показывают именно пространство, эфир, интернет. Может быть, вы начнете изучать языки, но если продолжение следует по аркану мир, тут правда что-то будет завершаться. Причем отпускайте, мои дорогие, если и не сетуйте на жизнь, на судьбу, если что-то не получилось именно в том контексте, в рамках, как вы это себе представляли. Потому что как судьба вас пытается провести по наиболее счастливому, мирному фарватеру. Но продолжение, то, что вот суждено чему продолжаться, оно будет продолжаться. А то, что не имеет для вашего знака зодиака прогресса, оно будет завершено. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарю вас за ваши комментарии, потому что когда я первый раз выпустила такое видео именно на короткий срок, на ближайшие дни, мне было интересно, что вы напишете, что вы думаете по этому поводу. Есть смысл продолжать вот эти краткосрочные прогнозы, когда мы говорим со дня на день, или нет этого смысла? Оставить только что-то более такое долгосрочное. Но я ведь ориентируюсь по вашим комментариям, а еще вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.